Привет, в эфире Даша, и сегодня я продолжу развивать тему ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В предыдущем видео мы эвакуировали мирное население из Припяти, и пришла пора деактивировать город. На работу выходят суровые ликвидаторы, дезактиваторы. Так что в этом видео вы увидите, как я работаю над набором от фирмы ICM и услышите рассказ об ликвидации аварии на ЧАЭС. А купить модели и фигурки от фирмы ICM вы сможете в магазине «Модельная лавка», а по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей на первый заказ, а по промокоду Даша у вас будет скидка в 10% на последующие заказы. Итак, поехали смотреть. Итак, внутри коробки схема, и она не представляет из себя никаких сложностей. Здесь мы сразу увидим, что в наборе 4 фигуры, и это солдаты. 2 из них находятся в химзащите, а 2 в такой импровизированной защите. У них есть только сапоги и респираторы. Также в наборе есть емкости, в которых находится спецраствор, бурда для зачистки улиц. И в целом не скажу, что окраска будет достаточно сложной, а наоборот очень даже простой, так как не придется рисовать, например, лица 2 этим солдатам. Лица у солдат в респираторах тоже фрагментарны, то есть по сути прорисовать глаза. Это, кстати, самая сложная часть в работе окраски лиц. Наверное, все, что можно сказать по этой картинке. С обратной стороны тоже ничего примечательного. Это схема расположения деталей на литнике, а также подсказка, на которой нам ребята из ICM предлагают красить красками Revell и Tamiya. Странно, почему не ICM. Вот, дальше переходим к обзору деталей. Все упаковано в пакетик. Значит, в наборе всего 2 литника, повторюсь. Это маленький литник с канистрами, баллоном, ну и как-то рюкзаком, канистры, рюкзак. Не знаю, как точно это назвать. И насосом. Все выглядит очень добротно и отлично отлито. И сами фигуры. Тоже не вызывают практически вопросов. Конечно, есть литьевые дефекты, но в целом они выполнены намного лучше по сравнению с тем набором, который был у меня в предыдущей моей сборке. Это люди, которые покидают город. Видны складки, и воротничок хорошо отлит. Также карманы, руки. Тоже неплохо видны фаланги пальцев. Вот респиратор, глаза. Ну, вызывают некоторые вопросы. Я даже не знаю, как это исправлять ножиком, наверное. Потому что мне не очень нравится лицо у солдата, у которого 9 номер. Также примечательно, что один из ликвидаторов держит гаечный ключ. Собственно, наверное, все. Вот еще отдельные сделаны кулачки. Так, ну еще одна из примечательных деталей — это вот этот вот шланг, который предлагается использовать нам. Но, на мой взгляд, он выполнен довольно толсто и не совсем масштабно. Так что ваш выбор — использовать этот или найти потоньше. Я, наверное, остановлюсь на штатном шланге. Так, ну и самое интересное — это фон. Он также выполнен таким вот полупрямоугольником. Что по нему могу сказать, что с первого взгляда сразу видна вся катастрофа. Хочу порекомендовать вам канал «Мясистый моделист». Автор канала Дима — известная фигура среди питерских моделистов, и поэтому у него на канале помимо коробочек с танками можно увидеть видео с выставок, мастер-классы и юмористические видео о моделизме. Так что после просмотра этого видео переходите по ссылочке в описании и напишите, что вы от Даши. То есть эта панорама полностью показывает всю катастрофу, которая произошла в городе. Тут по сюжету, скорее всего, раннее утро, туман, и это действительно передает атмосферу загрязненности, атмосферу какой-то депрессивности и пустынности города.
что очень даже неплохо. А вообще эта панорама чем-то напоминает постер к сериалу «Чернобыль». Также давайте посмотрим его чуть ближе. И, наверное, тут есть к чему придраться, как и в предыдущей панораме. И тут на переднем плане, крупным планом, дом, который не соответствует действительности. То есть в 80-е годы вряд ли были кондиционеры и также пластиковые окна. Ну и римские шторы, может быть и были, но я не уверена, что они выглядели настолько современно. И также, если присмотреться еще ближе, то видно, что составители этого фона работали в фотошопе и вырезали на каждом этаже кондиционеры. Да, и также можно заметить фотошоп на фонарных столбах. Тут явно что-то висело и просто нет провода. Провода висят в воздухе, что тоже странно. Но это, в принципе, не влияет на сюжет этого фона, то есть, не знаю, атмосфера ликвидации показана очень достоверно. Ну а теперь давайте посмотрим поближе вот этот постер. Сейчас вам я его покажу, надеюсь, вам видно. Этот лозунг звучит именно вот так. Досрочно введем в действие 4, 5 и 6 энергоблоки ЧС. Кстати, это и есть и одна из версий и причин катастрофы. Так что двойные смыслы в данном лозунге. Итак, давайте приступать к сборке. Эти фигуры подойдут новичку. Главный их плюс – отсутствие лиц. 2 бойца в противогазах, 2 в респираторах. Так что при работе над этими фигурами можно сконцентрироваться на униформе. Расписывать фигуры я буду темперными красками, хотя я уже давно планирую перейти на акрил. Особенно от ICM, мне он очень понравился для росписи именно кистью. По сравнению с моделями от фирмы ICM, фигуры, кстати, выполнены на более низком уровне. Некоторые части тел замылены, а в целом с этим набором можно работать, хотя альтернатив на рынке особо и нет. Кстати, для антуража тут не хватает типичного советского забора. И тут, как кстати, будет новый бренд Dasha Models. Dasha Models – это не только милый канал о стендовом моделизме, но и начинающий производитель моделей. Пока у меня в ассортименте только советский забор ПО-2 во всех масштабах от 87 до 24. Для заказа напишите мне в личные сообщения в ВК или в Инстаграм, и все ссылочки есть в описании. А еще у меня есть второй канал Даша Техник, и на нем я рассказываю историю техники и ее применения, и провожу экскурсии по техническим музеям. Ссылочка на канал в описании. 26 апреля 1986 года в час 23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Сразу же погибли 2 сотрудника станции. Здание 4-го энергоблока было практически уничтожено. Крышу реактора, бетонную плиту весом около 1000 тонн сорвало с постамента. Около 190 тонн радиоактивных веществ, топлива и отходов были выброшены в атмосферу. Изотопы урана, плутония, йода и цезия, имеющий период полураспада от нескольких суток до 1000 лет. Сотни тысяч людей участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Они получили незабываемые впечатления, нестираемый ядерный загар и очень ненадежную помощь от государства. Ликвидаторы так называли тех, кто пытался минимизировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Около 600 тысяч людей со всего СССР могут назвать себя ликвидаторами. Самыми первыми на устранение последствий взрыва работали сотрудники станции, пожарные и милиционеры. Все они были обречены. 2 погибли сразу при взрыве, еще несколько десятков людей умерли в течение нескольких недель после аварии. Со всех уголков страны к ЧАЭС съезжались тысячи людей, специалисты химики и физики, военные из войск радиационной, химической и биологической защиты, солдаты-срочники, строители, бульдозеристы, водители, крановщики, сварщики и тысячи людей. Проселочные дороги забиты снующими туда-сюда грузовиками, машинами химической разведки, бронетранспортерами, бульдозерами и самосвалами, 1000 тонн строительных материалов, целые поезда со сменными бригадами, большие шишки из московских министерств. И все это устремилось к эпицентру катастрофы. Правительство взялось за решение проблемы быстро, масштабно, не жалея денег и сил.
Несмотря на обилие новейшей техники, главной движущей силой процесса были люди, специалисты и простые работники, которые своими руками исправляли последствия этой чудовищной катастрофы, не давая разрастись ей до мирового масштаба. Именно они получили самые страшные дозы радиации, хронические болезни, проблемы на всю оставшуюся жизнь. Основная часть работ была выполнена в 1986-1987 годах. В них приняли участие примерно 240 тысяч человек, а всего чернобыльцами могут считать себя почти 7 миллионов жителей бывшего Советского Союза. Максимальная доза радиации, которую позволялось набрать ликвидатором, это 25 рентген. Это составляло примерно половину допустимой дозы для военнослужащих при действиях на зараженной местности в 50 рентген. Порог острой лучевой болезни, грозящей летальным исходом, начинался где-то на уровне 100 рентген. Каждый день дозиметристы вписывали в личные карточки полученные дозы, и когда общая превышала норму, работа ликвидатора в зоне считалась законченной, и он отправлялся домой. Но не всегда вовремя прибывала смена, часто данные в карточках занижались, а фон вблизи станции был настолько нестабилен, что даже люди, находившиеся в одной группе на расстоянии 50 метров друг от друга, могли получить совершенно разные дозы. И эффективно проконтролировать это даже с помощью индивидуальных дозиметров было невозможно. Солдаты-срочники, чистившие в первые дни после ликвидации пожара крышу третьего энергоблока, могли получить максимальную дозу за полчаса работы. Стоило только на пару секунд взять кусок графитового стержня-поглотителя, заброшенного сюда взрывом с четвертого энергоблока. В то время как рабочие, находившиеся в непосредственной близости от взорвавшегося реактора, но защищенные южной целой стеной, получили дозы в 1000 раз меньше. Уровни радиации и, соответственно, дозы в пределах 30-километровой зоны вокруг взорвавшегося четвертого реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году различались между собой в миллионы раз. От нескольких десятков милей рентген в час на южной границе зоны до сотен рентген в час в нескольких местах на самой АЭС. С техникой было сложнее. Техника не люди, она железная и радиацию накапливает в пыли, лежавшей во всех швах и под колесными арками, в металле, в резине, везде. На всех выездах из зоны были устроены дозиметрические посты, которые мерили всю выходившую технику. Если фон превышал допустимые показатели, машину отправляли на пункт специальной обработки, где специальные поливочные машины и ребята с головы до ног, укутанные в резину, мыли их из бронзбойтов мощной струей воды с деактивирующим порошком. После каждой мойки проводили новые замеры. Если после 3 раз машина продолжала звенеть, ее отправляли в могильник, а пассажиры добирались до места дислокации пешком. Пункты специальной обработки по зоне были разбросаны не просто так. Основной каскад состоял из 4 пунктов – Копачи, Лелев, Рудня, Вересня и Детятки. Каждый следующий пункт специальной обработки пропускал дальше от АЭС и все ближе к миру нормальному. Только машины со все меньшим и меньшим уровнем радиации на них. Техника порой служила гораздо меньше людей. Сотни грузовиков, тракторов, бульдозеров, бронетранспортеров и вертолетов нашли свое вечное пристанище на могильнике. Ликвидационные мероприятия включали 2 основные составляющие: возведение саркофага над уничтоженным энергоблоком для предотвращения дальнейшего распространения радиоактивных веществ и деактивация уже зараженной территории. Помимо этого на широкую ногу была поставлена радиационная разведка, которой занимались как и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты, а также и гражданские специалисты. Они тщательно проверяли фоновые уровни и уровни заражения почвы и воды во всей зоне отчуждения и за ее пределами. Именно на основе их данных принимались решения о проведении тех или иных работ, а также и об отселении жителей. Самыми опасными были работы в непосредственной близости от разрушенного реактора, где и были сосредоточены основные запасы выброшенного взрывом радиоактивного топлива. Верхний слой земли снимали с помощью бульдозеров с бронированными усеченными кабинами только для водителей. Кабины, укрытые листовой броней с маленькими освинцованными оконцами. Несколько огромных зеркал заднего обзора были установлены на радиаторе, двери и переднем бампере. Позднее стали применять и радиоуправляемые машины советского и японского производства. Затем схожим образом оборудованные экскаваторы засыпали грунт в металлические контейнеры. Рабочие закрывали крышки и краны грузили их на большие грузовики, чтобы затем захоронить их в специально отведенных местах. Все работы производились строго по времени. Иногда рабочая смена не превышала и 5 минут.
Помимо уборки грунта, массово пилили и закапывали деревья, отмывали дороги, стоянки техники, чтобы максимально снизить количество радиоактивной пыли, разносимой вместе с транспортом. Но основная работа – это, конечно же, возведение объекта укрытия. Он был сооружен за рекордно короткий срок – в 206 дней, силами почти 90 тысяч человек. Циклопический саркофаг включал в себя 7 тысяч тонн металлоконструкций и почти 800 тысяч тонн бетона. Здесь работали сварщики, резчики, крановщики, рабочие строители, сотни водителей и операторов тяжелой техники. Оперативная разработка проекта и руководство строителем лежало на плечах 605-го управления специального строительства Министерства среднего машиностроения СССР. Именно эти люди ценой невероятных усилий и собственного здоровья предотвратили развитие катастрофы, сдержали радиоактивную заразу в минимально допустимых рамках. Почти 95% выброшенного радиоактивного топлива находится в пределах укрытия. Основной состав ликвидаторов из различных частей подразделений, а также гражданских специалистов размещался за пределами 30-километровой зоны отчуждения. Людей старались размещать по оси ветров в самом благополучном от АЭС направлении, в южном, поэтому каждый рабочий день включал в себя длительные поездки туда и обратно. Из-за аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть Киевской и Житомирской областей Украины, большая территория в соседней Белоруссии и часть Брянской области России оказались подвергнуты радиационному заражению, что повлекло за собой отселение людей и введение специального пропускного режима. Были полностью отселены два крупных города – Припять с населением около 50 тысяч человек и Чернобыль с 13 тысячами населения. Множество деревень и сел в зоне отчуждения перестали существовать. Их жители стали вынужденными беженцами на обеспечение государства. Более 350 тысяч человек подверглись переселению сразу после аварий. Немногие рискнули вернуться домой. Около 1500 человек вскоре после трагедии заселились вновь в свои дома. В основном это были люди пожилого возраста, которым тяжело было оторваться от корней и которым не могли помочь родственники на Большой Земле. Сегодня в зоне отчуждения живет около 300 человек, не считая тех, кто работает вахтовым методом, а их около 5000. Именно авария на Чернобыльской АЭС поставила под вопрос дальнейшее развитие атомной энергетики. Развитые страны начали рассматривать использование альтернативных методов добычи энергии. Строительство АЭС по всему миру приостановилось. Поднялась широкая общественная дискуссия о допустимости экологических рисков, связанных с деятельностью АЭС. Ядерный сектор наиболее развит в европейских странах. Например, во Франции доля АЭС в общей выработке более 70%. В Литве АЭС вырабатывает больше энергии, чем потребляет вся страна. Всего в мире доля мирного атома около 3%. Однако до сегодняшнего дня все альтернативы атомной энергетики обладают внушительным набором минусов. Этот тип энергетики позволяет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и при нормальной эксплуатации несет значительно меньше рисков для окружающей среды, чем другие типы электрогенерации. И пока термоядерный синтез остается недостижимой мечтой человечества, мы будем свидетелями развития мирного атома. И вот такая у меня получилась диорама. Напишите, пожалуйста, в комментариях, передает ли она все ощущение обреченности города Припять, а также не напоминает ли она вам что-нибудь. А также поделитесь своими впечатлениями о проделанной мной работе. Так что до новых встреч, пока-пока, а также не забывайте подписываться на канал.